друг! Сегодня вкуснейший хлеб без глютена, без яиц, подходит для диетического питания. Вот эти ингредиенты мы возьмем. В большой миске смешиваем все сухие ингредиенты. Гречневая мука 250 грамм, льняная мука 20 грамм. Чтобы сделать льняную муку, берем 2 столовые ложки большие льняного семени, засыпаем в кофемолку и размалываем до состояния муки. Без льняной муки хлеб тоже получится, но он будет более рассыпчатым. Если у вас нет льняной муки, вы можете добавить 1 или 2 яйца. Треть чайной ложки соли, разрыхлитель 1 чайная ложка и у меня приправа кумин. Хорошо пойдет молотый кориандр. Размешаем сухие ингредиенты. В подготовленную сухую смесь добавляем воду, обычную холодную, 340 миллиграмм. Берем яблоко, 1 большое или 2 маленьких. Очищаем от кожуры и вынимаем сердцевину. Натираем яблоки не на крупной, а на мелкой терке. Этот процесс вы можете просто заменить яблочным пюре 200 грамм без сахара. Я натираю яблочки буквально за 1 минуту. Яблочное пюре. Мы ему не даем долго стоять, желательно сразу и выкладывать, чтобы не темнели яблочки. Подсолнечное масло, здесь 2 столовые ложки. Его можно заменить на кунжутную пасту, если у вас есть возможность. Размешиваем. Все пропорции очень тщательно выверены. Можно испечь сразу 2, 1 заморозить, в морозиловку положить. При разморозке он сохраняет все свои качества и ароматы. Это тесто без дрожжей, и что мне очень нравится, сделали мы его так быстро, и даже руки не пачкали. Тесто готово. Оставляем на 20 минут, чтобы оно отдохнуло, и льняная мука набухла. В это время включим духовку, пусть разогревается. Берем форму, у меня 25 на 11 сантиметров. Размешиваем еще раз тесто, которое уже постояло. Вы видите, оно имеет такую консистенцию, немного тягучую, то, что нам надо. Выкладываю. Тебе нравится рецепт? Ставь лайк. Тесто в форме слегка разровняем. Набираем в пипетку подсолнечное масло. Чайная ложечка подойдет. Проводим черту посередине. Наливаем подсолнечное масло, чтобы именно в этом месте буханочка раскрылась. Иначе она может раскрыться, где ей самой захочется. И это может быть где-то сбоку, в углу, и совсем не там, где нам бы хотелось. Вот еще и самой пипеткой проведу, чтобы точно здесь легло. Отправляем в духовку. примерно на 50-60 минут 180 градусов. Смотрите по вашей духовке. Проверяем хлебушек на готовность. Остывать лучше класть на вот такую основу, чтобы со всех сторон была вентиляция. Посмотрите, какая корочка. Посмотрите, какая здесь сохранилась линия, где мы наливали полосочку масла. Берем правильный нож с зубчиками. Слышите, как хрустит корочка? Хлебушек еще теплый. Лучше дождаться, когда он полностью остынет. Оп. Вот какой хлебушек с дырочками. Какая красота. А ну-ка я понюхаю. Как он пахнет. Видите, я его ломаю, и он не крошится. Это важный момент для хлеба. Подписывайся на мой канал, ставь лайк и нажимай на колокольчик. Пока-пока.